Всем привет! Сегодня я приготовлю любимый многими и известный торт панчо. Он очень вкусный, готовится легко и просто, а выглядит просто шикарно. Подойдет на любой праздник, на день рождения, Новый год, просто домашнее чаепитие порадовать своих родных и близких. Итак, приступаем. Начну я готовить с бисквита. Для этого мне потребуется 220 грамм муки, 20 грамм какао. Я муку с какао и разрыхлителем 10 грамм перемешаю все в одну массу. Далее надо нам 6 яиц, щепотка соли, 120 мл молока, желательно комнатной температуре, и 80 грамм растительного масла. Также нам потребуется сахар 200 грамм. К муке и какао добавляю разрыхлитель и сразу же перемешаю. То есть, как вы поняли, сразу займусь сухими продуктами, чтобы они были уже просто у нас готовы. Перемешиваю венчиком. Забыла сказать, если вы любите более шоколадный бисквит, то вам тогда лучше взять 200 грамм муки и 40 грамм какао. Будет тогда более шоколадный вкус. Далее займусь яйцами. 6 яиц. Я выливаю в дежу миксера. Яйца можно взбивать как в планетарном миксере, так и ручным. Ручным придется немножко дольше, минут 12 взбивать. В планетарном миксере я буду где-то 9-10 минут взбивать. К яйцам добавляю весь сахар и щепотку соли для баланса вкуса. И ставлю взбивать на максимальных оборотах. Будет взбиваться яйца примерно 9-10 минут. Все, друзья, у меня прошло 9 минут. Белки с сахаром отлично взбились. Дальше делаем следующее. Духовой шкаф я уже включила разогреваться. Я сейчас включила температуру 200 градусов Цельсия. Когда я буду выпекать бисквит, я поставлю температуру 175 градусов Цельсия. Друзья, посмотрите, как красиво взбились хорошо наши яйца с сахаром. Посмотрите, когда... Вот так вот я делаю, оно должно некоторое время еще оставлять след. То есть это хорошо взбитые будущее наше тесто. Теперь что я делаю? Половину сухих продуктов через сито буду просеивать в жидкую массу. Половину. Желательно, конечно, у меня мука уже просеяна, но... Какао любит комковаться, и чтобы избежать неприятных комочков в процессе вымешивания, лучше еще раз просеять все через сито. Вот посмотрите, уже опять начало шалить какао наше. И теперь аккуратно, складывающими движениями, не сильно долго вымешиваем всю массу аккуратно. Тут главное, чтобы не осели сильно яйца. Конечно, при вымешивании любое бисквитное тесто немножечко осядет. Далее я вливаю в тесто все молоко. И аккуратненько несколько движений вымешивания. Меньше минуты у меня этот процесс занял. Далее я высыпаю вторую половину наших сухих продуктов. Мука, какао и разрыхлитель. Также через сито все хорошо промешиваю. Разбиваю все комочки какао-порошка. И аккуратненько, не сильно долго вымешиваю. Теперь у нас осталось еще растительное масло. Что я делаю? Несколько ложек бисквитной массы перекладываю
к сливочному. Ой, перекладываю к растительному. И перемешиваю в стакане. Вот так вот аккуратненько, ложечкой. Я, так сказать, помогаю растительному маслу объединиться с основными продуктами. Кстати, в прозрачном стакане очень хорошо видно, сколько нужно перемешивать. После этого что я делаю? Я просто выливаю вот это разбавленное с растительным маслом наше бисквитное тесто назад в общую миску. И недолго, несколько раз перемешиваю, чтобы тесто не осело от большого количества жира. И аккуратненько, быстренько, несколько движений вмешиваю. Духовой шкаф у меня уже разогрелся. Еще чуть-чуть с этой стороны. Все, друзья, больше вымешивать не надо. Знаете, друзья, пока я выливала тесто, оно практически саморазровнялось. Мне осталось только подкорректировать лопаткой. И будем отправлять выпекаться. Выпекаем при температуре 175 градусов, вверх-вниз без конвекции, 15-20 минут. Лучше проверять на сухую зубочистку. У меня прошло 20 минут, бисквит мой прекрасно испекся. Готовый бисквит проверяем на сухую зубочистку или шпажку, и он готовый, он должен вот так вот слегка пружинить при надавливании пальчика. Далее я сейчас его переверну, чтобы он хорошо остывал, и пока он будет продолжать остывать, мы приготовим с вами крем. Накрываю вот так вот сеточкой. И аккуратно, опс, фокус-покус, бисквит перевернулся. И снимаю пергаментную бумагу, чтобы он не потел. Красота! Что я вам могу сказать? Просто красота. Все, бисквит остывает, идем дальше. Для крема мне потребуется 400 грамм сливок жирностью от 33%, 300 грамм жирной сметаны и 110 грамм сахарной пудры. Сначала холодные сливки я выливаю в миску, где я буду их взбивать. Их можно взбить в диже миксера, то есть планетарным. Я буду ручным взбивать. Начинаю взбивать сначала на средних, потом на высоких оборотах миксера. Как только сливки слегка загустеют, я добавлю к ним сахарную пудру и довзбиваю практически до плотного состояния. Сливки у меня загустели немного, и я добавляю теперь к ним сахарную пудру. Сахарную пудру я также предусмотрительно просеиваю через сито, чтобы вдруг не было никаких комочков. У меня 112 грамм, но это нормально. Все. Теперь я хорошо дальше домешиваю уже до плотного состояния, взбиваю сливки вместе с сахарной пудрой. Посмотрите, друзья, как красиво взбились наши сливки. Далее, друзья, после того, как я взбила сливки с сахарной пудрой, я добавляю к ним 300 грамм сметаны. Сметану лучше брать высокой жирности.
И чтобы уже не перевзбить сливки, чтобы у нас не поплыла сметана, я теперь лопаткой аккуратно вмешиваю сметану к сливкам. И у нас получается замечательный, прекрасный, вкуснейший сметанно-сливочный крем. Пока мы готовили крем, наш бисквит 100% уже остыл. Все, посмотрите, какая воздушность, какая красота у нас получилась. Итак, вперед собирать торт. Панчо мы будем собирать вверх дном. Для этого нам потребуется любая миска, салатник, которая будет повторять форму нашего торта. Диаметр у меня, моей миски, 22 сантиметра. Ее я обворачиваю в пищевую пленку. И еще немаловажный момент. Подбираем какую-нибудь или крышку, или тарелку, чтобы сейчас ею замерить, чтобы она подходила по диаметру нашего в итоге вот этой вот ширины, вот этой миски, в которой мы собираем торт. У меня, к сожалению, только дежа, в которой я взбивала. И мы сейчас с ее помощью будем вырезать корж с нашего бисквита, который будет дном нашего торта. Значит, друзья, сейчас я вырезаю основу для нашего торта. Не забываем, работаем с полностью остывшим бисквитом. Кстати, можно просто вдавить. Бисквит получается шикарный. Замечательный. Посмотрите, раз. И все. Это уже самостоятельный десерт. Вкуснейшие коржи, то есть корж. Просто прелесть. Посмотрите, друзья. Остальной бисквит я нарезаю вот так вот кубиками. Он получается очень пышный. Очень нежный, воздушный. Посмотрите, друзья, какие кусочки. Аромат и вкус просто неимоверный. Готовится такой торт очень просто. Я могла бы его отнести даже к разряду быстрых тортов, если не считать, что ему придется все-таки настаиваться и формироваться в холодильнике примерно минимум 8-9 часов. Процесс сборки торта прекрасного этого нашего, он очень увлекательный. Он нестандартный, необычный, не зря его любят миллионы. Также для сборки этого торта нам потребуется консервированный ананас, примерно 300 грамм. У меня получились не только ананасы, а консервированные маракуйя и папайя. Думаю, это будет очень прекрасно и вкусно. 300 грамм. Далее, замороженная вишня, примерно 100-120 грамм. И, конечно же, предварительно обжаренные грецкие орехи и измельченные. Их нужно примерно 50 грамм. Значит, как я делаю этот торт? Несколько кусочков бисквита я бросаю сразу же в крем и немножечко их так окунаю. Вымазываю в крем и выкладываю в миску. Ложкой работать немножко удобнее, поэтому я взяла вместо лопатки ложку. Так быстрее. Сильно их до конца можно не окунать, крема и так будет достаточно. Очень интересный процесс, друзья. Так, еще немножечко. Далее, когда первый как бы слой мы уже положили, мы так слегка утрамбовываем или ложкой, или лопаткой. И выкладываю начинку. Ананасы с тропическими нашими фруктами. Вообще это творческий торт. Вишни можно не ложить. Можно, в принципе, в него ни ананаса, ничего не ложить. Он все равно будет очень вкусный. Посыпаю орешками. Оп. Немножечко вишенки. И следующие кусочки бисквита.
Далее немножечко прижимаю и утрамбовываю следующий слой. Выкладываю начинку. И так далее, друзья, слой за слоем. Знаете, это тот момент, когда, это тот случай, знаете, когда приготовление торта, кулинария, вот это вот на кухне работа в радость. Не как обязательно надо сделать, и ты устаешь, а именно когда получаешь вот эту вот радость, потому что это очень интересный процесс. Думаю, если какие-то кусочки останутся и не войдут в торт, они не пропадут. Очень прекрасно. Все уже смотрится. Немножечко вишенок. Если у вас нету каких-то или вишенок, или вы решили без ананаса, все равно торт получится замечательным и получится очень вкусным. Не переживайте, все будет хорошо. Подойдет любая форма, любая миска для такого. Все, что у вас есть, пожалуйста, это будет красивая форма торта. И так продолжаем далее. Далее верхний, вот у меня немножечко такой редковастенький слой получился, ну ничего. Так, немножечко я придавливаю, наношу крем, выравниваю. И все окей получается у меня. У меня остается немножко крема. Им я украшу уже завтра. Выровняю так немножечко тортик наш. У меня осталось буквально пару штучек вишенок. Я их вот так вот положу. И моих ананасов слегка. Конечно, торт шикарный получается. Все, когда я все положила, все утрамбовала, сейчас я накрываю вот этим коржом, который я отставила, вот так сверху. И чуточку прижимаю, капочку. И верх торта, конечно же, закрываю пищевой пленкой. Я ее немножечко отложила, когда обматывала пленкой, обворачивала нашу миску. Но этого, мне кажется, не хватит. Я сейчас просто вот сделаю вот так вот. И еще сверху нанесу пищевую пленку, чтобы он хорошенько у нас настоялся, наш панчо. Красота! Он у меня проведет в холодильнике ночь обязательно. Минимум 8-9 часов. Чтобы у нас все было хорошо и стабильно. Все. Панчо наш отправляется в холодильник, а мы с вами встретимся очень скоро. Для вас это будет буквально меньше секунды. Итак, у меня прошла ночь. Торт мой уже должен хорошо настояться. Что я делаю дальше? Сначала снимаю пищевую пленку. То есть это будет основа нашего торта, поэтому надо ее освободить. Я беру миску или тарелку, блюдо, то есть та посуда, на которой будет наш торт. И вот так вот сверху кладу на торт. И теперь очень ответственный момент. Нам нужно перевернуть торт. Уже красота. Итак, потихонечку. Теперь я снимаю нашу мисочку. Аккуратненько. И далее снимаю пищевую пленку с торта. Торт отлично, просто потрясающий торт. Вы знаете, вот это тот случай, когда уже не хочется ничего к нему добавлять и сверху его ничем украшать.
Вот эти вот фрукты, которые просвечиваются, они придают уже, как знаете, напоминают это торт «Битое стекло». Красота! Посмотрите, дорогие мои, как уже смотрится красиво торт. Что мы делаем дальше? Можно взять, просто отдельно взбить белки с сахарной пудрой и украсить торт ими. Но у меня остался крем. Я думаю, я им украшу, выровняю тортик. Торт можно выровнять сливками. Сливки, сахарная пудра взбить и выровнять. Но у меня остался еще мой крем сметанно-сливочный. Я попробую украсить им. Что я делаю пока? Сначала лопаткой пройдусь по торту. Посмотрим, как у меня он поведет себя. После того, как я крем нанесла лопаткой на торт, лопаткой мне тяжело выравнивать, поэтому я сделала такой лайфхак. Взяла просто плотную картонку, немножечко ее обрезала, вот так вот немножечко складываю и буду сейчас выравнивать. Кстати, можно еще плотный, ну, скорее всего, плотно-ацетатная пленка подойдет так. За файл не знаю, не пробовала, а пленка, да. Или же вот попробуем сейчас бумага. Вещь, конечно, получится одноразовая. И вот так вот, смотрите, вот аккуратненько, аккуратненько. И так можно выравнивать, сколько вам захочется, пока вы не понравится вам результат. В качестве украшения торта я буду использовать молочную глазурь. Рецепт: 30 грамм сливок и 30 грамм черного шоколада, или же 30 грамм сливок и 45 грамм молочного шоколада. Я буду брать молочный шоколад. Я просто к сливкам крошу, добавляю молочный шоколад. И буду топить его в микроволновой печи короткими импульсами по 30 секунд. Каждый раз доставая и хорошо перемешивая. Если она испортит сливки, я их съем. У меня буквально за несколько раз уже растопился шоколад со сливками. Топим шоколад со сливками при минимальной температуре. Я буквально на 30 секунд один раз поставила и примерно 30-35 секунд второй. И все, глазурь готова. Я ее сейчас перекладу в кондитерский мешок и буду хаотичными движениями поливать торт. И сейчас попробую, друзья, просто вот так хаотическими движениями. Немножко толстоватые получились узоры, но в принципе. Далее, друзья, края я еще хочу посыпать немножечко орехами грецкими. Низ торта украшу, ну и спрячем некоторые огрехи. Очень нарядный тортик у нас получается. Стараемся сейчас так аккуратненько. Красивый, дорого выглядит. Вы представляете, какой он в разрезе? Я повторюсь, даже если у вас каких-то фруктов нету, или вы не любите в торте фрукты, а любите просто такой приятно вкусный шоколадный тортик, пожалуйста, можно вообще без любых фруктов. Все равно этот рецепт, этот бисквит, он замечательный, он очень пышный. Форму тортик держит хорошо. Он у меня в холодильнике провел ночь. Я не стала рисковать и ставить его там на 6 часов, на 7. Я решила уже конкретную ночь дать торту постоять. Бисквит у меня ушел в рецепт весь. Не торт, а сказка.
Готов? Давайте его пробовать. Вы знаете, он устойчивый, но в то же время очень мягкий. Удобно режется. Отличный торт, отличный. Посмотрите, друзья. Какая красота! Шикарный торт. Тортик отлично держит форму. Будет очень удобно разрезать его и подавать гостям. Давайте его попробуем. Просто красота, просто красота. Посмотрите, сколько вкуснейших кусочков на нем. Друзья, это просто сказка, взрыв вкуса. А вишенка, насколько она придает вот эту вкуснейшую кислинку. Все, мои хорошие, я пошла кушать. Я вам желаю всего самого лучшего. Готовьте, пишите в комментариях, понравился ли вам рецепт. А я вас всех целую, люблю и до новых встреч.